Какая тюрьма на планете настолько страшна, что заключенные предпочитают смертную казнь? В одной из них люди десятилетиями не видят солнечного света и сходят с ума в полной темноте. В другой заключенные съедают друг друга, потому что охрана просто не кормит их. А в третьей температура опускается до минус 40, и люди замерзают заживо в своих камерах. И самое ужасающее, попасть туда можно за мелкое преступление. Забудьте все, что вы знали об Алькатрасе или Гуантанамо. Вы думаете, это средневековье? Нет, все эти места работают прямо сейчас. То, что вы сейчас узнаете, заставит вас переосмыслить само понятие наказания. Тюрьма Кэмп 22 в Северной Корее расположена в горах Хварен. 45 тысяч человек содержатся там в условиях, которые невозможно назвать человеческими. Заключенные работают в угольных шахтах по 16 часов в сутки без выходных. Температура под землей достигает 50 градусов, а вентиляции нет. Но работа в шахте вообще не самое страшное. Рацион заключенного 300 граммов кукурузной каши в день. Каждую неделю в шахтах гибнет минимум 3 от обрушений или удушья. Все остальное нужно добывать самому. Люди ловят крыс, едят кору деревьев и траву. Бывший охранник Ан Мён Чхоль рассказывал, как видел заключенного, который съел зерна из экскрементов коровы. Мужчина не выжил, его избили до смерти за это другие охранники. В лагере действует система наказаний 3 поколений. Если человек совершил политическое преступление, вместе с ним сажают его родителей, детей и внуков. Младенцы рождаются за колючей проволокой и умирают там же, не зная другой жизни. Девочка по имени Кван Хё Сон родилась в Кэмп 22 в 83-м. Она никогда не видела города, не пробовала шоколад, не знала, что такое свобода. В 9 лет ее отправили работать на лесозаготовку. В 13 она потеряла 3 пальца на левой руке из-за обморожения. Побеги из лагеря невозможны. Территория окружена электрическим забором под высоким напряжением и минными полями. Охранники получают премию за каждого убитого беглеца. В 2005 году заключенный по фамилии Пак попытался перелезть через забор ночью. Его тело провисело на проволоке 3 дня как предупреждение остальным. Медицинской помощи в лагере не существует. Заболевший заключенный просто умирает в своих норах. Эпидемии туберкулеза выкашивают целые бараки. Трупы закапывают в общих ямах без опознавательных знаков. За 20 лет в Кэмп 22 погибло около 9 тысяч человек. Это официальная цифра. Реальная в разы выше. Тюрьма Тадмор в сирийской пустыне официально закрылась в 2001-м, но ее методы до сих пор вызывают ужас у правозащитников. Здание построили французы еще в 20-х годах прошлого века рядом с древними руинами. Толщина стен достигала 2 метров, а температура внутри камер летом поднималась до 60 градусов. Новых заключенных встречали особым ритуалом. Человека заставляли бежать по коридору длиной 100 метров, который охранники называли «дорогой смерти». По обе стороны стояли надзиратели с железными прутьями, кнутами и электрическими дубинками. К концу коридора большинство теряли сознание, многие не доживали до камеры. В 1982 году после покушения на президента Асада в Тадмор привезли 800 заключенных за один день. Половина погибла, не дойдя до своих камер. В камерах размером 3 на 3 метра содержали по 20 человек одновременно. Спать приходилось стоя, прислонившись к стене. Туалета не было, только дыра в углу. Вентиляции тоже не существовало. Летом люди задыхались от жары и теряли по 10 килограммов за месяц. Зимой температура опускалась ниже нуля, а одеял не выдавали. Пытки в Тадморе не скрывали. Охранники использовали метод под названием «немецкий стул». Заключенного привязывали к металлической раме так, что позвоночник выгибался под невозможным углом. Через час начинали рваться связки. Через 3 часа ломались позвонки. Мужчина по имени Мухаммед Хаир провел на этом стуле 5 часов. Он выжил, но остался парализованным ниже пояса на всю жизнь. Другая распространенная пытка – шины Мишлен. Человека засовывали внутрь автомобильной покрышки и били палками. Кости ломались, но внешних следов почти не оставалось. Врач Мазен Дарвиш пережил эту пытку 7 раз за 2 месяца. После освобождения он не мог ходить полгода. Казни в Тадморе проводили массово. В июне 1986 года за одну ночь расстреляли 1000 заключенных. Их выводили группами по 50 человек во внутренний двор. Тела сбрасывали в грузовики и вывозили в пустыню. Места захоронений до сих пор не найдены. Родственники получали уведомления о смерти через годы, а иногда не получали вообще. Тюрьма Гитарама в Руанде превратилась в человеческий ад после геноцида 1994 года. Здание рассчитано на 400 человек. В 1995-м там содержали 7 тысяч заключенных одновременно. Люди стояли так плотно, что не могли сесть или лечь, спали по очереди, опираясь на плечи соседей.
Воздух в камерах был настолько спертым, что новички теряли сознание в первые минуты. Охранники просто ждали, когда человек придет в себя, и заталкивали его обратно. Вентиляционные отверстия размером с кулак не справлялись. Содержание кислорода падало до критических значений. Каждую ночь умирало от 3 до 5 человек от удушья. Их тела оставались стоять в толпе до утра, потому что упасть было некуда. Еду подавали раз в 2 дня. Миска кукурузной каши на 10 человек. Сильные отбирали пищу у слабых. Драки за еду заканчивались смертью. В давке человека просто затаптывали насмерть. Тело забирали только через сутки. Заключенный по имени Жан-Батист Мукизамфура потерял в такой давке обе ноги. Его раздавило так сильно, что началась гангрена. Ампутировали конечности без наркоза прямо в камере. Туалет представлял собой яму в углу камеры. Добраться до нее сквозь толпу было невозможно. Люди справляли нужду там, где стояли. Экскременты стекали по ногам, смешивались на полу. Запах стоял такой, что охранники надевали противогазы во время обходов. Инфекции распространялись мгновенно. Дизентерия убивала десятки заключенных еженедельно. Воду давали из шланга раз в день. Напор включали на 30 секунд. 7 тысяч человек пытались добраться до струи одновременно. В результате давки в 1996 году погибло 42 человека за одну раздачу воды. После этого охранники стали просто выливать воду на пол. Люди слизывали ее с бетона. Медицинской помощи не существовало. Раны гнили, переломы срастались неправильно, болезни косили целые группы. Туберкулез заразил около 3000 заключенных. Изоляторов не было, больные оставались в общей массе. Эпидемия длилась 2 года. Заключенный Дамаскин Нкурунзиза провел в Гитараме 4 года. Он рассказывал, что за это время ни разу не лег спать горизонтально. Его вес упал с 80 до 37 килограммов. Когда его освободили в 99-м, он не мог ходить. Мышцы атрофировались от постоянного стояния. Тюрьма Карандиру в бразильском Сан-Паулу вмещала 4000 заключенных, но в 90-х там содержали более 8000. Охранников было всего 250 человек, и они контролировали только периметр. Внутри действовали законы джунглей, еду завозили нерегулярно, иногда поставки задерживались на неделю. Голодные бунты подавляли силой, но проблему не решали. В 1987 году в Северном блоке закончились продукты на 10 дней. Сначала заключенные ели крыс и тараканов, потом начали убивать слабых. Первой жертвой стал 19-летний парень по имени Карлос. Его задушили во сне, расчленили и сварили мясо на самодельной печке из консервных банок. Съели его тело 23 человека. Охрана узнала об этом только через неделю, когда нашли кости в вентиляционной шахте. Никого не наказали, следствие даже не начинали. После этого случая каннибализм стал обычной практикой. В камере номер 41 действовала целая группа. Они охотились на новичков и одиночек. За 3 года исчезло минимум 17 человек. Их родственники получали ответы, что заключенные сбежали или умерли от болезней. Тела никому не показывали. Бывший заключенный Марсело Родригес провел в Карандиру 6 лет. Он рассказывал, как в его блоке нашли части человеческого тела в общем котле. Варево ели около 100 человек, не зная, что это. Когда правда вскрылась, началась резня. Виновных забили до смерти, но их было уже не отличить. Все превратились в каннибалов поневоле. В 1992 году произошла крупнейшая резня в истории тюрьмы. Из-за футбольного матча между заключенными началась драка. Администрация вызвала военную полицию. Спецназ ворвался в здание и открыл огонь без предупреждения. За 20 минут погибло 111 заключенных. Большинство были безоружны и пытались сдаться. Тела складировали в морге тюрьмы. Холодильных камер не хватило. Часть трупов лежала просто на полу. В жару 38 градусов разложение началось за часы. Опознать многих было невозможно. Родственники ждали у ворот 3 дня, но им не давали забрать тела. В итоге 42 человека похоронили в общей могиле без имен. После резни условия не улучшились. Перенаселенность только выросла. В двухместных камерах жило по 15 человек. Туберкулез, СПИД и гепатит распространялись без контроля. Каждый месяц умирало около 30 заключенных. Тюрьму закрыли только в 2002-м, взорвав здание. На его месте сейчас парк. Тюрьма Ла-Санте в центре Парижа выглядит как обычное административное здание. Но в ее подвале находятся камеры, где заключенные не видят дневного света годами. Изолятор строгого режима расположен на 4-м подземном уровне. Туда помещают особо опасных преступников и тех, кого нужно сломать. Камера полной изоляции имеет размер 2 на 3 метра. Окон нет. Свет включают на 15 минут утром и вечером во время передачи еды. Остальные 23,5 часа – абсолютная темнота. Стены покрыты звукоизоляцией. Человек слышит только собственное дыхание и сердцебиение. Террорист Карлос Шакал провел в такой камере 8 лет подряд с 1994 по 2002. Первые галлюцинации начались через 3 месяца. Он видел вспышки света, слышал голоса, чувствовал прикосновения.
Мозг пытался компенсировать отсутствие внешних стимулов, создавая их сам. Через год Карлос перестал различать, спит он или бодрствует. Реальность и сны смешались в единый поток. Заключенный по имени Жак Месрин находился в изоляторе Ла-Санта 4 года. Он потерял способность ориентироваться во времени. День и ночь стали одинаковыми. Он придумал систему подсчета. Делал царапины на стене после каждой передачи еды. Но однажды сбился и перестал понимать, сколько времени прошло. Когда его перевели в обычную камеру, он был уверен, что провел в темноте 2 года. На самом деле прошло 4. Темнота разрушает психику быстрее, чем любые пытки. Мозг начинает атаковать сам себя. Заключенные теряют память, забывают лица родных, не могут вспомнить собственное имя. Некоторые начинают биться головой о стены, чтобы хоть что-то почувствовать. Другие наносят себе раны, потому что боль — единственное доказательство, что они еще живы. В 2007 году правозащитники получили доступ к медицинским картам заключенных изолятора. Из 23 человек, содержавшихся в темноте более года, 18 пытались покончить с собой. 5 преуспели, 3 полностью потеряли зрение, глаза атрофировались от отсутствия света. 2 остались в психиатрических клиниках навсегда. Охранник Пьер Дюбуа работал в Ла-Санте 12 лет. Он рассказывал, как заключенные после освобождения из изолятора не могли смотреть на обычную лампочку, начинали кричать от боли. Их зрачки разучились сужаться, некоторые носили темные очки годами после освобождения. Другие предпочитали сидеть в затемненных комнатах, нормальный свет вызывал панические атаки. Самый долгий срок в изоляторе Ла-Санте отбыл Мишель Важур — 11 лет и 4 месяца. Когда его выпустили в 2009-м, он не узнал собственную дочь, не помнил, как она выглядит. Не помнил ее имя. Психиатры диагностировали полную потерю долговременной памяти и необратимые повреждения мозга. Тюрьма Перу-Луриганда находится в джунглях Амазонки в 300 километрах от ближайшего города. Температура держится на уровне 40 градусов круглый год, влажность достигает 90%. Здание построили в 50-х для 100 заключенных. Сейчас там содержат 1500 человек. Камеры не имеют стен, только решетки. Москиты проникают внутрь тучами. За ночь человека кусают сотни раз. Малярия, лихорадка Денге и желтая лихорадка косят заключенных десятками. Лекарств нет. Больные умирают на норах в окружении здоровых. Изоляторов для инфицированных не существует. Эпидемия малярии в 2008-м убила 123 человека за 4 месяца. Питьевую воду берут из реки Укаели. Ее не кипятят и не фильтруют. Паразиты попадают в организм с первого глотка. Дизентерия и холера стали обыденностью. Заключенный Педро Гонсалес потерял 28 килограммов за 2 месяца из-за кишечной инфекции. Врачи приезжают раз в полгода. Педро умер за неделю до их визита. В джунглях вокруг тюрьмы водятся ягуары и анаконды. В 2011 году анаконда проникла через канализацию в камеру. Змея задушила заключенного ночью. Его тело нашли утром наполовину проглоченным. Охрана убила змею, но канализационные трубы так и не починили. Через полгода история повторилась. Пищу привозят раз в неделю речным транспортом. Если начинается сезон дождей, поставки прекращаются на месяцы. Заключенные едят все, что находят. Пауков, жуков, личинок. Некоторые ловят пираньи в реке голыми руками через решетку. Рыба откусывает пальцы, но это единственный источник белка. В сезон дождей вода поднимается на 2 метра. Нижний этаж тюрьмы полностью затапливает. Заключенных не эвакуируют. Они забираются на верхние нары и сидят там неделями по колено в воде. Вода приносит змей, пауков и крокодилов. В 2014 году крокодил утащил заключенного прямо из камеры. Нашли только руку. Охранники отказываются заходить внутрь блоков. Они контролируют только входы и выходы. Внутри действуют законы банд. Самая крупная группировка контролирует распределение еды и воды. Кто не подчиняется, умирает от голода или получает нож в спину. За 10 лет в тюрьме зарегистрировали 370 убийств. Реальная цифра в разы выше. Многие тела просто бросают в реку. Побеги случаются регулярно. Джунгли убивают беглецов быстрее, чем охрана. До ближайшей деревни 300 километров сплошных зарослей. Без еды, воды и оружия выжить невозможно. Из 120 сбежавших за последние 20 лет только 7 добрались до цивилизации. Остальных съели ягуары или они умерли от лихорадки. Тюрьма Сайдная в Сирии расположена в 30 километрах от Дамаска. Красное здание на холме местные называют бойней. С 2011 по 2018 там казнили до 50 человек каждую неделю. Массовые казни проводили по понедельникам и средам после полуночи. Заключенных будили в 2 часа ночи. Зачитывали список из 30-40 имен. Людей выводили в коридор с завязанными глазами. Говорили, что ведут на допрос. Вместо этого их грузили в белые фургоны и везли в военную тюрьму Аль-Мудштахид. Там находилась виселица. Процедура занимала 3 минуты на человека. Петлю накидывали, табуретку выбивали, тело оставляли висеть 10 минут для проверки.
Потом снимали и бросали в грузовик. За ночь казнили всю группу. Тела везли в госпиталь Тишрин и сжигали в крематории. Родственникам не сообщали. Некоторые ждали вестей годами. Бывший охранник Анвар Раздан работал в Сайдне с 2011 по 2015. Он сбежал и дал показания международному суду. Рассказывал, как однажды за ночь повесили 87 человек. Виселица не справлялась. Веревка рвалась от постоянного использования. Приходилось вешать повторно. Один заключенный пережил 3 попытки, прежде чем умер. В подвале Сайдне находились камеры для массовых пыток. Комната номер 5 вмещала 200 человек одновременно. Их заставляли стоять лицом к стене 24 часа без движения. Кто поворачивал голову, получал удар электрошокером. Кто падал, его избивали до потери сознания и ставили обратно. Люди стояли так неделями. Ноги распухали до размера бедер. Кожа лопалась, начиналась гангрена. Заключенный Самер Салех провел в комнате номер 5 18 дней. Он рассказывал, как люди умирали стоя и продолжали стоять, подпираемые соседями. Охранники забирали трупы только раз в сутки. За время его пребывания умерло 32 человека. Их тела оставались в строю до утра. В 2012 году в Сайдне произошел единственный за всю историю бунт. Заключенные Восточного блока захватили 2 охранников и потребовали еды. Администрация ответила отключением воды и света. Через 3 дня в камеры запустили слезоточивый газ. Заключенные начали задыхаться и выломали дверь. Их встретила автоматная очередь. Погибло 46 человек. Раненых добивали прикладами. После подавления бунта ввели новые правила. Заключенных заставили спать на бетонном полу без матрасов и одеял. Кормление сократили до 1 раза в 3 дня. Воду давали раз в сутки по 100 граммов на человека. Туалет убрали полностью. Людей заставляли справлять нужду в углу камеры. Отходы не убирали месяцами. Международная амнистия задокументировала 13 тысяч казней в Сайдне с 2011 по 2015. Это только официальные данные по именам. Реальная цифра оценивается в 30 тысяч человек. Тюрьма работает до сих пор. Тюрьма «Черный дельфин» в Оренбургской области России содержит самых опасных преступников страны. 700 человек приговорены к пожизненному заключению. Никто из них никогда не выйдет на свободу. Средний срок, который заключенный проживает в «Черном дельфине» — 14 лет. Дольше человеческая психика не выдерживает. Режим содержания разработан специально для полного подавления личности. Заключенный проводит 23 часа в сутки в камере размером 1,5 на 2 метра. Окно размером с ладонь расположено под потолком. Солнечный свет не проникает внутрь никогда. Температура зимой опускается до 5 градусов, да, отопление работает на минимуме. Летом поднимается до 40, вентиляции нет. Каждое перемещение заключенного сопровождается особой процедурой. Его заставляют идти, согнувшись под прямым углом, руки за спиной, взгляд в пол. 2 охранника держат за локти с обеих сторон. Если человек поднимает голову, его бьют дубинкой по затылку. Такая поза вызывает постоянные боли в спине. Через год позвоночник деформируется необратимо. Прогулка длится 1 час в день. Заключенного выводят в бетонный бокс 3 на 4 метра с решеткой вместо крыши. Стены высотой 6 метров. Небо видно, но солнце туда не попадает. Сидеть запрещено, только ходить по кругу. Охранник следит через камеру. Кто остановился или сел, теряет прогулку на неделю. Свидания разрешены раз в год на 30 минут. Заключенный сидит в кабине из пуленепробиваемого стекла, родственник в другой. Между ними 3 метра пустого пространства. Разговор идет через переговорное устройство. Прикоснуться друг к другу невозможно. Многие родственники перестают приезжать после первого свидания. Не выдерживают смотреть на то, во что превратился их близкий. Заключенный Владимир Николаев провел в «Черном дельфине» 22 года. Он убил 4 человек в 97-м. За годы заключения он потерял способность смотреть людям в глаза. Разучился улыбаться, лицевые мышцы атрофировались. Говорит шепотом, потому что за 20 лет практически не разговаривал вслух. Его психиатрическая карта насчитывает 170 страниц диагнозов. Самоубийства в «Черном дельфине» случаются регулярно, несмотря на тотальный контроль. За последние 10 лет покончили с собой 38 заключенных. Один повесился на собственной футболке, другой вскрыл вены осколком зеркала. Третий разбил голову о стену. Бился 8 часов подряд, пока не пробил череп. Охрана нашла его мертвым утром. Некоторые заключенные выбирают другой путь. Они провоцируют охрану на убийство. Нападают на надзирателей, зная, что их застрелят. За 20 лет существования тюрьмы так погибло 23 человека. Это называют суицидом через охрану. Быстрая смерть от пули лучше, чем медленное умирание в бетонной коробке. Врач Ирина Соколова работала в «Черном дельфине» 5 лет. Она рассказывала, как заключенные теряют рассудок на ее глазах. Сначала они перестают следить за собой, потом начинают разговаривать с воображаемыми людьми. Затем впадают в кататонию, сидят неподвижно сутками, не реагируя на внешний мир. Финальная стадия – полная потеря связи с реальностью. Человек превращается в живой труп.
Какая же из этих тюрем самая страшная? Ответ не так очевиден, как кажется. В Кэмп 22 рождаются дети, которые никогда не увидят свободу. В Тадморе людей пытали до смерти за политические взгляды. В Гитарами заключенные умирали стоя от удушья. В Карандиру ели человеческое мясо от голода. В Лос-Сантос сходили с ума в абсолютной темноте. В Луриганда их пожирали анаконды и крокодилы. В Сайдное вешали по 50 человек каждую неделю. В Черном Дельфине методично уничтожают личность годами. Но самое ужасающее — не сами условия. Самое страшное, что все эти тюрьмы работают прямо сейчас. Пока вы читаете этот текст, в Кэмп 22 умирает от голода очередной заключенный. В Сайдное готовят список на казнь. В Черном Дельфине человек бьется головой о стену, пытаясь покончить с собой. Это происходит сегодня, в 21 веке. Международные организации знают об этих местах. Отчеты правозащитников насчитывают тысячи страниц доказательств. Фотографии, показания свидетелей, медицинские документы. Все есть. Но тюрьмы не закрывают. Северная Корея игнорирует любые санкции. Сирия ведет гражданскую войну и никому не отчитывается. Россия называет Черный Дельфин образцом пенитенциарной системы. Бразилия закрыла Карандиру только после того, как видео массового расстрела попало в новости. Правозащитник Марк Денбо из Международной амнистии посвятил 20 лет изучению этих тюрем. Он лично опросил 300 бывших заключенных. Его вывод простой и страшный. Система создана не для исправления, а для уничтожения. Государство использует эти места для избавления от неугодных. Политические противники, религиозные диссиденты, неудобные свидетели, да, всех отправляют туда умирать медленно и мучительно. Если вы думали, что тюрьма — это просто жесткий отдых в хорошей компании, то, к сожалению, у нас плохие новости. Но чтобы не оставаться в мрачных мыслях, загляните на наш сайт whiteori.com, где собраны интересные истории и статьи на тему, которая точно вам понравится. Ссылка в описании. Бывший заключенный Черного Дельфина Сергей Морозов сказал в интервью фразу, которая объясняет все. Смертная казнь запрещена в России с 1996 года. Но нас никто не казнил. Нас просто заставили умирать каждый день на протяжении десятилетий. Это не наказание. Это пытка длиною в жизнь. Сейчас в этих 10 тюрьмах содержится около 120 тысяч человек. Каждый третий никогда не выйдет на свободу. Каждый пятый умрет в течение года от болезней, пыток или суицида. Их имена никто не запомнит. Их могилы никто не найдет. Они исчезнут, как будто никогда не существовали. И самое страшное, завтра в эти тюрьмы привезут новых заключенных. Цикл продолжится. Потому что пока существуют режимы, которым нужно избавляться от людей, будут существовать места хуже смерти.